Здравствуйте, дорогие друзья. Опять поговорим о Второй мировой войне. О моменте, который очень многие на Западе Советскому Союзу ставят в вину. О Варшавском восстании. Трагическое, тяжелое, душераздирающее зрелище. Восстание людей с пистолетами против танков, пушек, самолетов. Абсолютно бессмысленное, на первый взгляд. А на второй начинают появляться вопросы. Причем не к маршалу Рокоссовскому, не к маршалу Сталину, не к генералу Радзиевскому, а к генералу Комаровскому, генералу Хрустелю, Миколайчику. И вопрос очень тяжелый, на который никто из них уже не ответит. А те, кто сейчас вместо них, не захотят отвечать. Итак, Варшавское восстание. Каков был его смысл? Ради чего оно замышлялось? Польское мигрантское правительство разработало план «Буря», «Бужа» по-польски, который предполагал, что бегущие немцы оставят польские города, и до прихода в них Красной Армии подпольная польская армия Краева возьмет власть в свои руки, объявит эти города восстановленные Польшей, и туда приедет польское руководство из-за границы, из Лондона, и будет всем керовать. А русские вынуждены будут слушаться и повиноваться. План сам по себе довольно идиотский. Его исполнение запредельно идиотское. Но тем не менее это было. Поляки попытались захватить Вильно, поляки пытались захватить Львов, ничего у них не получилось. Какие-то подразделения армии Краева пытались установить власть в каких-то маленьких деревнях в освобожденной Польше, у них тоже ничего не получилось. Это ничему поляков не научило. Восстание было запланировано на 17 часов 1 августа 1944 года. О том, что восстание запланировано на 17 часов 1 августа 1944 года, знали все в Варшаве. Мало что и на улицах, на базарах из уст в уста передавалась дата и время восстания. То есть о том, что о нем знали немцы, даже можно и не сомневаться. Это абсолютно достоверный научный факт. Немцы знали, что это восстание будет. Немцы знали, какими силами, немцы знали, в каких районах, немцы знали, с какими целями. Немцы понимали, что поляки народ мечтательный, романтики. Они думали, что вот немцы сейчас сбегут из Варшавы, Красная Армия еще не войдет, поляки въедут в административное помещение, повесят флаги, поставят часовых и скажут: теперь мы власть в Польше, мы теперь власть, как там мода сейчас говорить. И теперь мы будем распоряжаться всем, а вы, русские, будете нас слушать. Сражаются две могучие армии на фронте, который протянулся на 1000 километров. Бьются насмерть миллионные орды. Тысячи танков, десятки тысяч самолетов, пушек, миллионы винтовок. Вся эта огромная мощь перемалывает друг друга. И в этом колоссальном противостоянии двух гигантских военных машин, самых эффективных машин военного времени, вдруг появляется третья сила. Несколько тысяч мальчишек с пистолетами, которые объявляют себя стороной конфликта. Причем равноудаленной от тех и от других, которые подчиняются неким правителям в Лондоне. Но не англичанам, а полякам. Это романтизм в третьей степени. Это какой-то запредельный романтизм. Повторяюсь, сражаются миллионные армии. Сражаются огромные военные машины, могучие, которые могут испепелить Варшаву трижды за один день. И вот между этими двумя гигантскими военными машинами, сражающихся на протяжении театра военных действий от Балтики до Черного моря, в это колоссальное противостояние влазит группка молодежи с пистолетиками.
Абсурд. Но абсурд, он кажется только на первый взгляд. Это не абсурд. Это подлость и предательство. Не этих мальчишек с пистолетами, они ни в чем не виноваты. Это благородные юноши, которые хотели свободу в своей стране. Это все правильно, молодцы и красавцы. Это подлость и предательство со стороны руководства восстания. Ведь, по сути, смысл восстания был в чем? Поляки поднимают бузу, занимают административное здание, немцы бегут, Красная Армия подходит и сталкивается с тем, что в Варшаве польская власть. То есть какие-то на подсознании надежды на Красную Армию все-таки возлагались. Но большей частью это было пренебрежение и брезгливость в отношении Красной Армии. Какое-то вонючее красное быдло подтягивается к нашей столице. Мы сами все решим. И так восстание начинается. В первый же день гибнет около 2000 повстанцев. Никакие серьезные объекты не захватываются. Немцы контролируют мосты, дороги, вокзалы, аэродромы, склады. Немцы контролируют все. Поляки занимают несколько жилых районов. Желебош, Сардместье, Старовку, Макатов, Волю, Охоту, Черняков и на юге пару районов. Это жилые районы. В них ничего военного нет. Они не имеют военного смысла. Но самое скверное в этой ситуации, что утром 1 августа немцы, перебросив за Вислу 5 танковых дивизий, начинают контрудар против 2-й танковой армии Радзиевского. Наши уже к этому времени подошли к Праге, как восточной окраине польской столицы. Наши танки и наших мотоциклистов поляки видят просто из окон. Естественно, что они думают, что русские вот-вот войдут в Прагу. Но этого не случается. Потому что уже к обеду 1 числа немцы от Окунева ударяют на Радзихув и Воломин и отбрасывают передовые части 2-й танковой армии от Праги. Когда восстание начинается, на востоке происходит катастрофа. Немцы силами 5 танковых дивизий атакуют по всему фронту. 3-й танковый корпус оказывается в окружении. 2 остальных танковых корпуса 2-й танковой армии откатываются к Минскому, Мазовецкому и к Люблину. Наши отходят. Восстание подвисает в непонятках, неопределенности. Восстание не имеет целей, восстание не имеет задач, восстание не имеет смысла. Оно продолжается. Уже 2 августа оно бессмысленно. Оно бессмысленно. Наши войска отброшены от Варшавы. К 5 числу они отброшены на 40 километров. Мы с трудом закрепляемся у Минска, Мазовецкого и Горвалина. Наши части переправляются через Вислу в районе Демблина. Демблин-Пулавы. Это далеко от Варшавы. Это 100 километров от Варшавы. И там нас блокируют в этом маленьком Тет-Депоне, на этом маленьком плацдарме, блокируют немцы силами танковой дивизии Герман Геринг. Мы не можем прорваться к восставшей Варшаве. А восставшая Варшава не делает для этого ничего. Все 3 моста через Варшаву контролируются немцами. Более того, железнодорожный вокзал спокойно пропускают подкрепление на восточный берег. Немцы контролируют железную дорогу полностью. Поляки даже ее не подорвали. Даже не вывели из строя ни одного рельса. Немцы гоняют поезда через Гданьский вокзал и через мост, через Варшаву совершенно невозбранно. Тут подкрепление танковым дивизиям СС «Викинг», танковой дивизии «Мертвая голова», 19-й и 4-й танковой дивизии. Наши отходят. Наши прорываются через Варшаву, через Вислу, но только на юге. Только у Магнушева. И то там немцы ограничивают нас в движениях. По-хорошему надо восстание сворачивать. Оно не добивается никаких своих целей, ничего. Не выполняет никаких задач. Восстание бессмысленно. Да, получается так. Варшава используется немцами как транспортный узел. Без всяких проблем.
Поляки заняли несколько жилых районов, там вывесили свои знамена и объявили себя победившей стороной. Немцы не обращают на это внимания. Первые дни немцы не обращают на это вообще никакого внимания. То есть какой-то маленький локальный бунт каких-то непонятных сил, непонятно во имя чего. Затем происходит страшное. Гитлер приказывает подавить Варшавское восстание ни в коем случае не силами вермахта. Командует всем этим подавлением генерал СС фон де Бах-Залевский. Немцы стягивают к Варшаве отбросы. Падаль. Мразь. Части СС из штрафников, бригаду Дерлевангер, бригаду Каминского Рона, Азербайджанский легион, части власовцев, казачьего стана, потом подразделение дивизии СС Галичина. Мерзость и отребье. И эта сволочь входит в Варшаву и начинает убивать мирных поляков. Всех подчистую, поголовно. Восстание продолжается. Вырезана Охота. Это район Варшавский. Полностью вырезана Охота. Убивают детей, убивают женщин, убивают стариков, убивают ни в чем не повинных людей, которые просто поляки. Их убивает всякая мерзкая сволочь, которая боится по-настоящему сражаться, которая сцит от страха при виде вооруженного человека, и которая свой страх вымещает на простых мирных жителей. Да, фон де Бах-Залевский расстреливает Каминского, но убийства продолжаются, потому что другого продолжаться не может, потому что в Варшаву вошли подонки. Вошла армия подонков. И восстание не прекращается. Немцы народ рациональный. Они ничего не делают просто так. Они не поддаются эмоциям. Они все здраво и логично делают. Зачем было нужно вводить в Варшаву подразделение подонков? Зачем нужно было убивать в Варшаве мирных людей? Зачем вообще это была кровавая бойня, непонятно во имя чего? А самый главный вопрос, почему восстание продолжалось 2 месяца? Так как оно уже потеряло смысл в обед 1 числа, еще не начавшись. Не начавшись, оно потеряло смысл. Продолжалось 2 месяца. Никаких целей, никаких задач этого восстания не решало. Не добилось. Никаких вообще. Но все имеет свое объяснение. И это очень скверное объяснение. Это мое мнение, я никого его не навязываю. Но я пришел к нему, исходя из моих знаний о Варшавском восстании. Я считаю, что командующий восстанием генерал Бур-Комаровский действовал в интересах немцев. Я не хочу сказать, что он немецкий агент, шпион или предатель. Я считаю, что все действия командования восстания были в пользу и в интересах германского командования. Ведь чем, по сути, была Варшава? Варшава была гноящимся нарывом. Варшава была кровавой раной всего славянства. Что будут делать русские на том берегу? Русские будут прорываться на помощь восставшей Варшаве. Русские прорывались на помощь восставшей Варшаве. Русские 14 сентября все-таки взяли Прагу и вышли к берегу Вислы. Русские расширили плацдарм на Магнушеве. Русские переправили на тот берег 2 польские дивизии. Они почти целиком полегли на западном берегу Вислы. Польские дивизии из войска польского, сформированного Советским Союзом. Русские перебрасывали на помощь Варшаве оружие и патроны, боеприпасы, продовольствие. Русские пытались убедить гарнизон того же Желебожа переправиться на нашу сторону. Были все возможности для этого. Гарнизон не переправился, он капитулировал. Зачем командование восстания так тупо и бессмысленно ложило своих людей? Затем, чтобы заставить русских упираться в Варшаву. Затем, чтобы планировать свои действия, исходя из того, что они знают, что будут делать русские. Русские будут прорываться к восставшей Варшаве, потому что в Варшаве гибнут их братья. Русские прорывались к восставшей Варшаве. Хотя
Гораздо разумнее, логичнее и с военной точки зрения правильнее было действовать не с Магнушевского плацдарма, не в Праге, в Варшавской Праге, не переправлять польские дивизии под огонь немецких пулеметов, а нанести удар с плацдарма у Баранова, с Сандомирского плацдарма, на юго-запад. Потому что в 3 дневных переходах от Сандомирского плацдарма начиналась Верхнесилезская промышленная область. Огромный промышленный район, шахты, рудники, заводы. Там ковалось оружие Рейха, там делалась кровь войны, топливо. Немцы перегоняли силезский уголь на бензин. А чуть дальше, буквально в 100 километрах еще на юго-запад, находился Моравско-Силезский промышленный район. Тоже огромный промышленный район, который полностью снабжал Германию стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. 2 промышленных района, которые были абсолютно защищены от авиации. Потому что, чтобы делать налеты на Верхнесилезский, тем более Моравско-Островский промышленные районы, британской и американской авиации необходимо было лететь до Полтавы. Там садиться, перезагружаться, перезаправляться и лететь обратно. Это сложно, это опасно, потому что Полтава подвергалась бомбардировкам. Гораздо проще было бомбить немецкие города. Поэтому Верхняя Силезия и Моравская Силезия – это 2 промышленных района, на которых держалась военная мощь Рейха. И вот удар на них, в их сторону, решал бы войну. И, может быть, война закончилась бы раньше. Но шло Варшавское восстание. В Варшаве умирали наши братья. И Красная Армия выбивалась из сил для того, чтобы переправиться через Вислу и помочь Варшавскому восстанию, которое не хотело этой помощи. Повстанцы не заняли ни одного моста. Немцы взорвали мосты, в конце концов. Просто взорвали. Повстанцы не закрепились ни на одном участке побережья. Весь берег Вислы контролировали немцы. Повстанцы просто заняли жилые районы, повесили бело-красные флаги и сказали, что они теперь управляют Варшавой. Все. Так вот, я считаю, что Бурко-Моровский действовал в интересах Германии. В интересах Германии было как можно дольше продолжать восстание, потому что восстание – это была воронка решений. Стратегическая воронка, оперативная воронка. Русские никак по-другому не могли действовать, только так и не иначе. Никаких иных решений за русских придумать было нельзя. Только освобождение Варшавы. Немцы, зная, что у них есть время, спокойно укрепляли свои позиции в Верхней Силезии, спокойно укреплялись в Малопольше и не спеша и вдумчиво готовились к отражению русского наступления на последние оставшиеся безопасными промышленные районы Рейха. У них было время, которое им подарил Бурко-Моровский, не остановив восстание, которое с первых минут было бессмысленным. Было бессмысленным. Что такое варшавские повстанцы? Это около 20 тысяч человек, вооруженных в лучшем случае легким стрелковым оружием, пистолетами и винтовками. У них не было орудий, у них не было танков, у них не было тяжелых пулеметов, даже не было бронетранспортеров. У них не было ничего, с чем можно было атаковать немцев. Единственное, что они могли, это занять жилые районы и там сидеть, не создавая немцам никаких проблем. Потом немцы, чтобы все это продолжить, чтобы русские знали, что в Варшаве творится Армагеддон, послали в Варшаву мразь, отребье, подонков, которые развернулись вовсю. И кровь убитых варшавян не на руках этих подонков. Подонки – это инструмент. Она на руках генерала Бурко-Моровского и его сотрудников, которые ввергли Варшаву в этот Армагеддон. А то, что сейчас поляки обвиняют русских в том, что мы не пришли на помощь, что мы их бросили, все, это подлое вранье. Это просто подлое. Это говорят люди, которые или не знают историю, или знают, но целенаправленно врут. Потому что 1 августа 1944 года немцы начали контрнаступление под Варшавой. 5 танковыми дивизиями, 600 танков. Это очень серьезное наступление, которое заставило наших отойти на 40-50 километров от Варшавы.
Да, немцы, конечно, не достигли своих целей, они не повторили Харьков 43 года, не смогли одержать полную победу над нашими войсками, но ущерб и потери они нанесли довольно серьезные. Да, потом потянулись наши пехотные части Первого Белорусского фронта. Наши войска все-таки бросили немцев к Висле, заставили их переправиться, немцы зарыли мосты. Ну и дальше все уже по известной теме. 15-16 сентября на левый берег Вислы переправились части дивизии Костюшка, дивизии Траугута, понесли колоссальные потери. Какие-то из рот и батальонов прорвались к повстанцам, какие-то полегли на берегу, какие-то вернулись обратно, но в целом операция окончилась пшиком. Восставшие в Варшаве не хотели помогать переправившимся польским войскам, потому что были другие поляки. Это были неправильные поляки, это были русские поляки. А они, поляки, английские, и они сами по себе. Помощь была. Русские оказывали помощь Варшавскому восстанию. Мы перебрасывали на легких самолетах грузы, сбрасывали с низких высот. Большинство грузов достигло варшавских повстанческих районов. Англичане и американцы тоже перебрасывали оружие и боеприпасы. Англичане несколько раз, американцы один. Но грузы, сбрасываемые с большой высоты, с 10 тысяч метров, как правило, оказывались в расположении немецких войск. Из того, что сбросили американцы и англичане, повстанцы получили едва ли 10-ю часть. Все остальное ушло немцам. Поэтому это был, как сейчас говорят, чистый пиар, не более того. Наши предлагали гарнизону Желебожье перейти на нашу сторону. Причем были посланы специально гонцы, была установлена связь, были подготовлены лодки, были подготовлены химические войска, чтобы пустить дымы над Вислой, была подготовлена артиллерия, чтобы обеспечить отход повстанцев к реке. Повстанцы решили не отходить. Причем повстанцы хотели отходить, потому что часть подразделений армии Людовой готовилась к прорыву к побережью. Но командование армии Краевой, подполковник Живитель, сказал, что мы прорываться не будем, это опасно, мы лучше сдадимся в плен. Как будто сражаться не опасно. И они капитулировали. 2 октября гарнизон Варшавы капитулировал, дав немцам месяц на укрепление своей обороны в Верхней Силезии. Бурко-Моровский – убийца и предатель. Руководство Варшавского восстания – мерзавцы и негодяи. Варшавяне – герои.